Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я решила, что, наверное, я попробую делать серии немножко короче, чем 2 часа, где-то час 20, чтобы, возможно, если все будет хорошо, то сделаю качество повыше. Ну, качество видео. Окей, зайдите сюда, пожалуйста, через окно. Прыгай давай. Так. Угу, сохранение, прекрасно. Я не знаю, последнее время, может быть, это из-за того, что у меня слишком много одновременно сохранений. Ну, слотов. Лазер, ты где? А, она внизу. Может быть, из-за этого, но после сохранения они подлагивают. Так, что тут? Зелья всякие, все вот это я беру. Тут ничего. Ничего, ну ладно, нам надо забрать лазер, наверное. Кстати, еще есть вариант вот здесь слезть. Его делать, конечно, не буду, я просто пойду за лазер. Кстати говоря, сейчас покажу. Это вроде как многие знают этот прикольчик, но что происходит? Окей. Короче, многие, наверное, знают этот прикольчик, но я все-таки покажу. А он не здесь, а он выше. Ну и все. Или ниже. Не знаю, где-то тут. Когда будет, тогда покажу. А, вот. Окей. Короче, самый обычный сундук. Открываем сундук. Тут у нас кубок, половник, лопатка, чашка. Ну, всякий ненужный хлам. Берем. Всякий ненужный хлам оказывается нужным хламом. Но это еще не весь прикол. Открываем сундук. Кладем в него... Я не знаю, что-то... Давайте что-то тяжелое. Что у меня есть тяжелое? Ничего у меня тяжелого особо нет. Да и фиг с ним. Вот. Кладем. Превращается в лопатку. Убираем обратно. То же самое. Кстати, таким образом можно сохранять место, потому что оно тогда, взяв этот сундук, вы кладете его себе, соответственно, в рюкзак. С рюкзака все перекладываете в этот сундук, и все становится меньше весом, и так можно носить больше вещей. Но я в этом не нуждаюсь, потому что у меня всегда хватает места в инвентаре. Тем более, что у нас целых 4. У нас целых 4. Что да? А что я хоть получила с него сейчас? Плавное падение. Угу. Ну ладно. Допустим. Ах. Да куда? Пошлите сразу слезем в самый низ. Так, в самый низ. Все, ниже некуда. Мы на дне. Анналы врат Балдура. Окей, допустим. Предисловие. Много веков назад один молодой мужчина поднял паруса в небольшой деревушке под названием Серая Гавань и вышел в море. Куда он отправился, где побывал, что повидал, сейчас об этом никто уже наверняка не знает, но то, что он вернулся очень богатым, непреложный факт.
Благодаря Балдурану Серая Гавань тоже изрядно разбогатела. На его золото строились причалы, затевались новые предприятия и возводились высокие стены, чтобы защищать нажитое. Одни из врат этого процветающего города были названы в его честь, и сквозь них притекали и утекали такие сказочные богатства, что врата эти в конечном счете снискали большую известность, чем сама деревушка, с которой это все и началось. Название «Серая гавань» нынче можно встретить разве в запылившихся книгах по истории, да на древних картах. Но врата Балдура — это название теперь на устах всякого путешественника по Фаерону. Пустой сундук. Почему он пустой? Я с него уже что-то стырила? Видимо, да, я уже что-то... А, мы это читали? Ладно, я не знаю, я не помню. Пофиг. Ну, значит, этажом выше. Вот тут мы точно не были. Так, тут надо хорошенько все обыскать. О, сумка с припасами. А кто у меня на припасы лезет? Возьми это. Ветхая книга. Ветхая книга, в которой, видимо, был записан текст какой-то пьесы. Большая часть текста выцвела, залита чернилами, съедена грызунами. Можно различить лишь 2 строки. Откуда веру взять, как правду я узнаю, как покажу себе из темноты. Окей. Похоже, хозяин был весьма начитан. Похоже. Так. Кстати, вот это язык безумия нам нужен был для Амелума. Возьми. Еще один возьми. Так, тут что? Во, и споры Тимаска. А, подожди, ему нужен был язык безумия и спор Тимаска или нет, не помню, но anyway, да. Да, они. Это так. Идем дальше. Зайди, пожалуйста, Лизель. В лифт. Так, вот здесь у нас выход, правильно? Да. Дальше. Ветхий шкаф. Пограничная философия, часть 5. Давай почитаем. Я не помню, читали ли мы. В комментарии издателя утверждается, что этот фолиант излагает чересчур радикальную теорию магии. Этот фрагмент приписывает... Приписывается перу верховной изобретательницы врат Балдура по имени Таура Брим. Да, мы это читали. Сундук. Магия и религия. Магия и религия, это хорошо. Где оно? Вот оно. Так, кнопка, смотри. Короче, прикол. Как любопытно, я чувствую какую-то дрожь. От ошейника, наверное. Мне просто интересно, что они все скажут на это. Что-то шуршит, кажется, это ошейник. Не знаю, что ты там делаешь, но мой ошейник в моем мешке задрожал. Почему он это сказал так весело? А ну, надень давай. Не знаю, что ты там делаешь, но ошейник затрясся. Окей. Ну ладно, давайте так и быть. Давайте на других тоже посмотрим. Как отреагирует. Ошейник дрожит, какой-то магический резонанс. Ну, ей... У нее не такая интересная реакция, как у Астариана. Не знаю, в чем дело, но мой ошейник дрожит. А давай тогда я на себя надену и... Как ловко. Еда выдается только тому, кто носит ошейник. Возьми стейк, Лайзель. А ну-ка, еще раз нажми. Похоже, для меня только одна порция.
Это так. Ошейник мне, в принципе, не нужен, но я его с собой поношу. Лицо как... Что со мной? Какое-то. Продам. Книжечки. Вот здесь надо порыться хорошо, потому что я точно не помню. Наверное, оно лежит где-то тут. Вот оно лежит. Вырванная бумага. Слова на этой вырванной полоске бумаги написаны трясущейся рукой и расплываются от слез, так что их едва можно прочесть. Боюсь, меня раздавить тишиной, мне одиноко, так, пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать. Так. Кропотливое искусство шифров Тирсу. На этом гравированном диске гитьянки записан сложный шифр, с помощью которого можно читать древние тексты китов. Полезная находка на случай, если кто-то вдруг столкнется со столь древними письменами. Подобрать. Лайзер. Это тебе работа так-то. Что это? Во славу серости. Из Бараквира мы пришли, злодеи гномов умели. Все правильно, умели. От дома, от родной земли весь мир закрасим серым. Все орденол нас украл. Что это такое? Но дар оружия нам дал. О, гном, закуй своем в металл, всем миром правит серый. Изгнанник нас освободил, чтоб край вернуть, что нашим был. Сотри же монументы в пыль, весь мир захватит серый. Это как эта песня. В сердцах горит пожаром месть, умов кнутов у нас не счесть. Пусть все узнают, кто мы есть, весь свет, ответ один лишь, блядь, серый. Неважно, пропустим. Неважно. Гравированный диск хитянки, еще один. Перед твоим внутренним взором возникает диск. Лайзель тоже видит его, внимательно осматривается. Символы Тирсу. Древние. Я их опознаю, но не могу разобрать. Хотя, постой. Текст зашифрован, но я смогла уловить схему. Это история. У тебя голова гудит, как у Лайзель, но сейчас даже не важно, что ваши сознания приплелись. Ее дискомфорт слишком очевиден. Ты сказала Тирсу, что это такое? Письменность гитьянки. Каждое слово — это колесо, каждая буква — спица. Самые важные тексты высекаются на скрижалях, и среди них есть такие древние, что лишь многомудрые киши способны их прочитать. Кто такой Орфей? Предатель. Этот текст ересь. Я с трудом могу его читать, не то чтобы произносить слова вслух. Ты отлично можешь. Расскажи, о чем там речь. Окей, я все понимаю, можешь ничего не говорить. Так оно к лучшему. Ну, ладно. Лучше бы сказала, конечно. А я сама прочитаю, что сделано. Где этот диск? Вот он, прочитай. Твой разум вновь открывается Лайзель, и она рассматривает диск. Это очередной текст об Орфее, так называемом принце кометы. Окей, если не хочешь. Она хочет оставить эту тему, но я возьму этот диск с собой просто. Добрать. Какой странный диск. Что это? Письмена гитьянки? Лайзель может знать. Да, мы уже поняли, что она может устное предание Фаэруна, Гиты и Летида. Эта книга разбита на несколько глав, по одной на каждый из источников. По утверждению автора, она содержит изначальные записи устных преданий, рассказанных несколькими сказателями на просторах королевства. Глава 4. Полирод Быстроногий. Возраст 700 лет. Лесной эльф, сказитель родом из Острозубого леса. После нескольких недель, которые мне пришлось провести в лесах в попытке приучить его к моему скромному присутствию, почтенный Полидор наконец счел возможным явить мне свой лик. Чем дольше я оставался там, показывая, что не угрожаю его здоровью и покою, тем охотнее он отвечал на осторожные расспросы. Это история, которая была поведана мне одним промозглым утром при свете маленького костерка, не походила ни на что, слышанное мной до этого или после. Я спросил, не придумана ли она, но Полидор многозначительно настаивал, что история не менее настоящая, чем его правый глаз. Давным-давно, задолго до моих глаз и ушей, до твоего одинокого пера, дорогой писец, процветала в мире великая империя народа, что называли себя летидами, потрошителями разума, или, быть может, то был не народ, а лишь догма. Дети Гит склонились перед ними и стали слугами потрошителей. Народ страсти заставит служить холодной догме.
Мгм. Потрошители были неприкосновенны, их разум способен подавить любой другой. Ни один гордец или герой не смог привести детей Кит к свободе. Пока, наконец, не настала расплата. Откуда она пришла, неизвестно. Что ее породило, не найдено, но события эти вошли в историю. Те, кто согнулся, не сломались, и тогда дети Кит обрели свободу, а потрошители стали согнуты и сломлены до сих пор. Вот так вот. Ничего себе. Опа, скидок мерцания. Киты или Титы. Мемуары Амапса. Размышления Пола Амапса, полурослика-гуманиста. В его трудах описаны способы справедливого мирного завершения жестоких конфликтов. Допустим. Моя жизнь была долгой чередой удовольствий. Я видел, как город, где рос, принимает мои идеи, прекращает дискриминацию местных орков. Я видел, как моя борьба против ужасных условий жизни на городских фабриках набирает обороты. Видел, как новое поколение принимает идеи лучшего, доброго, справедливого и разумного мира и несет их во все края континента. Конечно, были в моей жизни и сложности, и неудачи, о которых я буду сожалеть. Вспоминается моя старая подруга Суэльта, которая с возрастом проникла столь жестокими идеями. Я всегда буду утешать себя мыслью, что такой блестящий ум мог породить такие теории лишь под бременем изгнания и обещания восстановления в правах. Что с ней в итоге случилось? Да, тут много чтива. Схождение во тьму, окей. Схождение во тьму. Эпическая трагедия о власти, пороке и одиночестве. Пролог. Заброшенная дорога, раздается гром, сверкает молния. Входит Зоров. Что это? Звук шагов или шип змеиный? Быть может, это подлый мерзкий враг? Или друг пришел развеять душный полумрак? Явись, я не люблю, когда стреляют в спину. Входит Лисия. Как знать, Зоров, как знать. Все может быть. Пройдет еще немного, и мы друг друга перестанем узнавать, Зоров. Там чья-то тень застыла у порога. Так. Входит Амфий. Амфий. Не знаю. Кто здесь? Вы вроде на друзей моих похожи, но и угроза у вас стоится тоже. Да, это Амфий. Милый Амфий, что с тобой? Лицо белее смерти, взгляд пустой. Нет, не пустой, он тьму упрятал там. Я тьму даю, а сам-то ого, ничего себе, чело разнесло. Скажи, ты в зеркало давно глядел? Не зубы у тебя окончание стрел. Куда нас путь ведет? Мы стольких грязь втоптали. Кем стали мы, точнее, чем мы стали? Уходят. Конец пролога. Акт 1 10 годами ранее. В пьесе повествуется... Когда-нибудь я научусь говорить, окей. В пьесе повествуется о 3 друзьях-эльфах, их пути к власти, а также о том, как от порочности, безумия и одиночества они убили друг друга. Где-то я такое уже слышала. Пофиг. Рукописное письмо. Драгоценная моя Ленора, я не уверен, что стоит это тебе писать, но твое последнее письмо меня крайне встревожило. Во имя всех 9 преисподних, зачем тебе потребовалось приручать булей? То, что ты нашла его неподалеку от могилы Мирной, еще не значит, что это знак свыше. Я очень волнуюсь за тебя, Ленора. Булей не домашнее животное. Одно дело держать его как сторожа, но ты, похоже, от него просто без ума. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться, не закончив свои исследования, но если тебе одиноко, не забывай, моя дверь всегда открыта. С огромной любовью обнимаю Амарит. П.С. Меня очень согревали мысли о том, что ты положила осенний крокус на могилу Мирны. Я помню, она любила в них кататься, несмотря на то, что потом всегда чихала. Она была такой милой, верной собакой. Жаль, что я не могу помочь тебе еще чем-то. Окей. Свитки. Я возьму это с собой и прочитаю, когда мне будет... Чуть-чуть позже, короче, прочитаю. Это мы уже читали, это мы уже читали. Пошли дальше. Чтобы я сохранилась, конечно. Это нам нужно подняться. Опа! Что это? Звук шагов или шип змеиный? Быть может, это подлый мерзкий враг? История провалена? Да пофиг, что там с историей, я прочитала это в книге, я знаю ответ. Или друг пришел развеять душный полумрак. Короче, любой другой вариант ответа — это автоматически у вас файт. То есть, если вы не читаете этот момент в книге, то не будет ничего тут подобного. Явись, я не люблю, когда стреляют в спину. Отдай приказ, какой желаешь, мой господин. Так. Боюсь, меня раздавит тишиной, мне одиноко, так, пожалуйста, позволь тебя хоть за руку немного подержать. Я не помню точно... Окей. Как мило.
Я хочу хак, да, обнимите меня. Какая милая. Иди ко мне хотя бы ненадолго. Прими себя. Он держит руки слишком низко для объятий, словно пытаясь обнять кого-то ниже тебя ростом. Скрины делаю. И помни, ты любима, Ленора. Ты так любима. О. О, а ну подожди, давай поговорим-ка с тобой. Откуда веру взять, как правду я узнаю, как покажу себя из темноты. О, если тайны ты свои не вскроешь, мне истину открой, узреть, что хочешь ты. Мне дали кольцо, а автоматон по имени Бернард наградил вас драгоценным кольцом. Это направляющий свет. Само по себе кольцо не то чтобы очень полезно, конечно. Но сломанный механизм, это я беру, это я беру, это я беру. Сломанный механизм я беру. Это все ингредиенты. Что это такое? Сломанный механизм, подчиненный пергамент, я почитаю. Бумага разорванная и подклеена в нескольких местах. Видно, что этот листок часто читали и очень прикли. Это небольшое стихотворение без названия. Нечистые листы лишь от тебя остались. Последний дар, бездумный дар, но мой. Я буду их хранить, держать у сердца, их выбросить нет силы, трачу я покой. Мне так нравятся эти стишки. Подожди, а ну-ка. Еще что-то есть? Ты мне уже отдал это. Так, сейчас я заберу механизмы и вот это кольцо, направляющий свет. Надо надеть ненадолго. Так. Ну тут, в принципе, вроде как брать особо нечего. Кольцо загорелось. Наверное, оно было как-то связано с этой кнопкой. Да, это так. Вот для этого нам нужно кольцо. Пожалуйста, я случайно с тобой заговорила. Я бы еще посмотрела, что тут в куче книг, потому что, мало ли. Я люблю читать всякие штуки, да. О! Свитки. Пошли сюда. Рычаг. Стоп. Что за рычаг? Что он делает? Мне страшно его нажимать, но я нажму. И где же эффект? Я-то что-то делаю, я чувствую, но там что-то трясется, но я не знаю, что... Интересно, что я сейчас сделала. Хз, правда. Не уверена. Так. Свет сюда. Мы сюда. Сюда, пожалуйста, Карлах. Это подвал. Вот. С помощью света мы смогли пролезть в подвал. Сейчас залутаемся. Свитком точно. А, подожди, а ну-ка, стой, сюда иди. Масло Василиска. Тут что? Да, свитки. Золотой сундук. Дневник какой-то. Искрощит. Владельца нельзя ударить электричеством. Это хорошо. Дневник Дехереста. Давайте прочитаем сейчас. Все страницы дневника исписаны твердым и ясным почерком. Здесь описываются ежедневные труды жрицы Мистра, изучающие магические особенности подземья. Последняя запись сделана около 10 лет назад. Месяц Алтуриак, 2 число, 1481 год. Кто бы мог подумать 3 года назад, что я стану вести дневник. И не реестр исследований, а просто дневник. Наверное, когда все вокруг готово тебя убить, то не разговаривать с тобой, приходится общаться с бумагой. И кто бы мог подумать 3 года назад, что меня в самый разгар исследовательской работы отзовут обратно во врата Балдура на совещание с остальными служителями Мистры. Я собрала все материалы, но едва приступила к написанию трактата.
Но это не важно. Я возьму свое кольцо и покажу им его возможности. А тебя, мой дорогой дневник, я оставлю здесь вместе с моими научными записями. Жди меня, я вернусь до наступления месяца Шеса. ЛДХ. Ну, не знаю, вернешься ли, но anyway, тут уже ничего не будет. Просто. Вот в чем дело. Откровенное письмо об угнетении и павлинах. Вот это мы, кстати, читали еще в самом начале. Посох мистического благословения. А ну-ка, подожди. Этот посох. Покажи мне его. Он зеленый, но... Дополнительно к испытаниям и броскам атаки оружием. Дополнительно 24 к заклинаниям, использующим броски атаки. I don't... Нет, мне это не нужно. Ну. Раскопки анклава Анхалот. Эльминстер говаривал, что мало какое чудо могло сравниться с Нахалотом, парившим в небесах Фаеруна, и наверняка был прав. А этот нитирийский анклав в свое время был настоящей жемчужной империей магии. Башни его подпирали саму небесную твердь, и все же, как и все прочие нитирийские анклавы, он пал, когда безумие Карсуса вырвало магию из нашего мира. Но даже когда он уже рухнул в море, его руины продолжали манить своей странной и извращенной красотой. Лишь только пришел слух, будто море отступило, и руины Нахалота вновь открылись миру. Я поспешил туда из Халруа. Увы, я оказался там недалеко... увы, я оказался там далеко не первым. Грабители уже успели растащить все ценное и практически полностью уничтожить культурное наследие анклава. Они разводили костры из волшебных книг, и теперь эта магия навеки канула в небытие. Я повстречал группу шадоваров, с которыми у нас оказались схожие интересы, и мы решили объединить силы и исследовать руины вместе. Я рад, что судьба послала мне единомышленников. Вообще, в основном в руинах орудуют весьма недалекие искатели приключений, но меня никак не покинет ощущение, будто кто-то тайком наблюдает за нами, только и ждет, когда мы что-то отыщем. Металлическая дверь. Прекрасненько. Я думаю, можем вернуться к Амелому теперь. Вроде здесь все обыскали. Угу. Амелум это вообще отлично. Где ты? Вот ты. Так. Короче, смотрите прикол. Вот здесь у него не написано, что типа давай поторгуем. То есть, ну, может быть, кто-то не знает, потому что я сама недавно это обнаружила. Вот здесь мы не видим типа Готорг. Но у нас есть здесь выбор персонажа, атака и... Извините. А где? Ну подожди. Сейчас, секунду. Сейчас мне надо проверить кое-что. Я, может, глаза... Давай вот с тобой. Владыка. Владыка. Так, спал. Так, стоп. Разве тут не было плашки торговать? Окей, а может быть что-то путаю? Ладно, пофиг. Я нашла те грибы, о которых ты просил. Прекрасные экземпляры. Один момент. Я доведу их до нужной мощи. Амелум отворачивается и полностью погружается в приготовление зелья. Зелье следует выпить одним глотком. Не могу обещать, что оно вкусно, но тебе понравится. Что конкретно произойдет, если я его выпью? Оно ослабит псионический барьер, которым окружена личинка. Даже если мне не удастся ее удалить, мы узнаем больше о том, откуда она взялась. Амелум пристально наблюдает за твоей реакцией. Он ожидает увидеть на твоем лице сомнение, страх.
Ты что-то умалчиваешь, этот эксперимент опасен? Лишь в той степени, в которой ты представляешь опасность для самой себя. Я не могу предсказать, какие мысли и видения постигнут тебя, если ты выпьешь это зелье. Но убить тебя оно не убьет, если только ты и без того не стоишь уже одной ногой в могиле. Давай. Баланье. Фигач. Омерзительный вкус зелья не поддается описанию. Хвала богам, что оно не встало у тебя поперек горла. До последней капли. По мере действия зелья может подтолкнуть тебя к необдуманным поступкам. Постарайся держать себя в руках. Мир вокруг тебя теряет четкость очертаний, и границы между предметами стираются. Ты ощущаешь в теле необычайную легкость, но что-то не дает тебе сдвинуться с места. Ты чувствуешь себя насекомым, заточенным в куске янтаря. Так, испытание. Прекрасно. Сосредоточиться на настоящем моменте, а не на иллюзиях, или напрячь всю волю, чтобы не поддаться мороку. Давай там, где +1 интеллект. Я не переодел. Ладно. Нормально сейчас будет. Упс. Вдохновение 3 штуки. Ну. Я не знаю. Давай используем. Фух. Фигуру Амелума окружают какие-то искры и всполохи танцующего света, но ты продолжаешь держаться, смотря прямо перед собой. Личинка судорожно дергается, она сопротивляется зелью не меньше твоего. Страх пронзает твое сознание, подобно сотням ледяных клинков. Паразит принимается еще глубже срываться в твой мозг, словно он решил пожрать тебя изнутри. Так. Ну да, опять испытание +1 интеллект. Оградить сознание от псионического вторжения, заглушить личинку, сосредоточив все свои мысли на какой-нибудь мелодии, или страх, что это такое. Давай испытание, которое оградить. 15. Ну все, хамбец нам сейчас. Я, наверное, не буду использовать вдохновение еще раз. Бесплотная сила волной обрушивается на твой разум. Ей неведома ни слабость, ни сострадание. Для нее ты ничто. Ты песчинка. Ты ощущаешь, как паразит раздувается, наполняясь силой больше, чем когда бы то ни было. Он вздымается и извивается, грозя каждому, кто посмеет посягнуть на его власть. Амелум. Внезапно паразит удовлетворенно обмякает. Эта личинка оказалась сильнее всего, с чем я когда-либо сталкивался. Подобная мощь пугает. Я почувствовала, как она растет у меня внутри, теперь она сильнее, чем раньше. Я не прогнозировал подобного исхода. Похоже, что было не просто встать. Дело было не просто встать. Что же мне делать? Теперь отрубить себе голову? Ну, может, все не так уж и плохо. Дополнительная сила лишней не бывает. Если только однажды она не выйдет из-под твоего контроля. Если хочешь, у меня есть другое временное решение. У меня есть кольцо, ограждающее мозг от вторжения извне. Оно позволяет мне оставаться невидимым для старшего мозга. Оно не поможет тебе избавиться от личинки, но сможет ограничить последствия ее присутствия, как вредоносное, так и полезное. Я был бы рад вручить его тебе как дар, но сказать по правде, кольцу нет цены. Быть может, ты могла бы предложить мне что-нибудь взамен? Я, наверное, не буду у него забирать кольцо. Не то чтобы я его вообще буду носить. Скорее всего.
О боже, Барт исполнение. Исполнить ему песню о твоих недавних похождениях, сказание о сером веществе, соляном растворе и сивой кобыле. Понимаю. Так, сущую безделицу твою жизнь взамен. Да. Нет, не нужна мне это. Мне нужна эта сила. Оставь свое кольцо себе. Смелое решение. Немногие из живущих способны возобладать над собственным разумом. Если в будущем оно тебе все-таки понадобится, скажи, не стесняйся. А, вот появилась плашка торга. Вот, сейчас у меня нет с ним торга. Но вот здесь плашечка торговли появилась, так что я могу торговать. Посмотрите, кстати, на это кольцо я тоже могу. Где оно? Вот это оно, да? Или тут его нет? Да нет, вот это. Да, тут его нет, наверное. Перламутровое восстановление. Так. Об элитидах. Прикольно. Давайте продадим все, что мне нужно. Я, правда, не уверена, что мне тут не нужно. Ну ладно. Так. Ложная жизнь. Ну ладно, пофиг, пусть будет. Смех Таши не нужно. Сербуала не нужно. Прыжок пофиг. Искрощит пусть остается. Искроступы. Искрощит плюс искроступы. Типа искрощит владельца нельзя ударить электричеством, дает устойчивость от урона. Молния искроступы, когда владелец во время боя ступает в воду, то электризуется. И накапливает 3 заряда. И вот, кстати, можно. А что у меня? Щелкнуть каблуками. Но у меня нет заклинания создания воды. Мне нужно заклинание создания воды. Я потом попробую его надеть. Ну, добыть заклинание, в смысле. Ну, или можно кидаться водой. Хотя это действие тоже. Ну да ладно, что у тебя? Ничего, на кольцо надень тогда. Ну, и это тоже надень тогда, раз ничего. Так. Разряд молнии. Я не уверена, как это действует. Я забыла. Знаешь, я надену его. Надень это. Это пусть лежит пока у Астариана. Я его возьму на случай, когда мне понадобится с кем-то поговорить. Пятки цеп. Что еще? Защита от добра и зла продам. Ничего полезнее продам. Магический доспех продам. Свиток помощь тоже продам. Вообще руки тоже пофиг. Как-то так. Чтоб я у него взяла. Да так-то, в принципе, нифига. Вот это можно. Чудесно. Так, по-моему, дай-ка, пожалуйста, тип. Дезориентация. Прекрасно. Кому это кольцо надеть? Преимущество против испытания. Пусть пока лежит здесь. Или пусть пока лежит здесь. Против обворожения тоже пусть пока здесь. Прекрасно. У тебя есть что купить? Накапливая заряды молнии, владелец получает 3 временных ОЗ. Блин! Можно, конечно, пойти в молнию, при том, что я, правда... Что-то зачем мне?
Типа, у меня мультикласс, я сама по себе особо бесполезная, но можно хотя бы немножко вкачаться в какую-то одну область и шарахать молнии всех. Например, можно попробовать так. Что такое палящий луч? Опыляющий луч. Где ты? Вот ты. Кому-то можно из вас дать его? Ладно, пусть пока лежит у меня. Погнали дальше. Взрываться тут не надо, ладно. Что мы здесь не исследовали? Подземье, что тут? Отыскать храм-шар, убить Нера, тут ясли. А, так мы в подземье уже все сделали, кроме вот Нере. Давайте тогда, наверное, пойдем в ясли. Пошли в ясли, а потом вернемся сюда. Пока так. Ясли где? Я думаю, как нам пойти во второй акт в итоге. Через ясли или через подземье? Наверное, через ясли. Скорее всего, да. То есть мы сейчас пойдем в ясли, сделаем тут свои дела, потом мы вернемся в подземье, сделаем там остальные свои дела, а потом мы вернемся в ясли, чтобы пойти во второй акт. Как-то так. Не спрашивайте, почему такая сложная дорога, я просто... Так надо, так нужно. Да, мы готовы войти в ясли. Ну чё? Soldier. Скороход. Почему я его не делаю? О, а кого? Лазелю. Я могу сколько? Подожди. Это какой уровень? До долгого отдыха, да, до долгого отдыха. Давай на нее тоже. Вот это война старая, нафиг с ним. На себя, в принципе, можно не делать. У меня есть какая-то зелье. Зелье. Устойчивости к молнии нет. Бесподобного сосредоточения. Это я выпью. Хотя оно мне на потом пригодилось. Ну да, ладно. Ну фиг с ним, короче. Лайзель, есть что сказать? Тебе нечего сказать, мы в яслях почти. Ну ладно, пошли. Жду, пока кто-то из них что-то скажет. Эти знаки, выцарапанные на земле, символы Тирсу. Ясли должны быть в храме внизу. Нужно немедленно отправиться туда. Откуда мне знать, что я могу доверять твоим соплеменникам? Тебе не нужно доверять им. Доверяй мне.
Она что, цвет волос сменила или что это? Я еще ни разу не подводила и не собираюсь. И мне не нужна твоя вера, чтобы это было правдой. Я отведу нас туда, куда сочту нужным, и если мы хотим выжить, нам стоит держаться вместе. Я надеюсь, она не обидится на это. Пообещай, что мы туда вернемся, пока у нас еще есть хоть какой-то шанс, иначе я отправлюсь туда сама. Обещаю, мы отправимся в ясли, пока у нас еще будет шанс. Скорее всего, ясли в том храме. Исцеление близко. Окей. Пошли. Пошли шариться, так сказать. Вот это, кстати, в лагерь гоблинов, да, тут есть проход в лагерь гоблинов со второго, с полуторного акта. Не, ну по факту это все первый акт, конечно, но... Так, кто-то у нас с инициативой, Астария, наверное, с большой инициативой. Надо немножко вот так вот. Не смей подходить сюда ближе. Спасибо. Что у нас есть? Стоп. Блин, она... Инициатива, ну ладно. Я не успела нажать на походовый режим. Я не успела нажать. Что у тебя? Уязвимость к абсолютно всему. Это хорошо. Не уязвимость. Это отлично. Но тут, очевидно, яд. Ах. Почему не Астариан? Астариан, давай. $45. Не, ну они ж будут нас сейчас это доставать, тут третировать всеми возможными способами вообще. Ладно. Я бы, конечно, такая, чтобы бахнуть немножко водой. Я так парюсь, будто я на высоком играю, ей-богу. Ладно. Ладно. Давай, так, чтобы недолго думая... Это действие. Это действие. Это тоже действие. Логично, что это действие. Я не хочу тратить действие на бутылку воды. Свое действие. Давай что попроще. Аура защиты нежити. Так, ты давай отходи. Стой. Это бонусное действие. Астариану. Так, а теперь Астариан. Спасибо, понятно.
Сколько ты можешь нанести? А если я бахну их каким-нибудь множеством целей? Множество целей каким-нибудь множеством целей, да. Не уверена. Они не слишком близко стоят, наверное, для мышцы. Эх, фиг знает. Ладно, давай. Все, не, хорошо, прям хорошо. Таким столбиком стояли, мне понравилось. Хорошо. Давай еще один. Есть у меня еще? У меня нет больше множества целей. Вот, блин, обидно даже как-то. Опутывающий. 45. Ну, мне впадло. Ладно, давай подойдем немножко. 45. Ну, 45 это мало. На самом деле, так. Длительная атака. Да блин. Ну да. Ну да. Что у нас по времени? 50 минут. Да, давайте, тратьте свои рывки на меня. Вся отдача. Она, наверное, не сможет выбить ему из рук это, да? Где ты? Место далеко. Понимаю. Бонус к броскам. Таки. Да давай. Я же ее переделала в паладинку. Это хорошо. Это отлично. Это супер. А ты чё, это супер классно. Да. Божественная кара. У него 2. Да, давай. Давай что-то, чтоб... Это что, это действие? Это бонусное действие. Давай бонусное действие. Хорош. Да, ты меня не видишь, отвали. Вурдалак. Ну, теперь видит, конечно. Фигово. Рыб дикой магии. В начале каждого хода вызывает случайный магический эффект. Ну, хамбет золото. Прекрасно. Цепная магия. В начале каждого хода вызывает случайный магический эффект. Окей, давай. Давай, пусть будет так. Подожди. Нет, все нормально, окей. Оружие чуть-чуть потеряно. Чуть-чуть промах.
промах, это плохо. Ну. Да какой паралич-то, блин? Хорош. Умеешь. Ты чего? Так, почему она сейчас этого не сделала? Активировать ведьмовский. А почему я не сделала этого? Это из-за дикой магии? Нет? Окей. Твары в дикой магии. Вот он. Вот он. В начале каждого хода получает 1/6 урона огнем. Вот. Блять. Окей. Ладно. А начиналось-то так хорошо. Они обе у меня в параличе. Они сейчас тут, блядь, всех повоскрыли. Карлуш, живи, может? А, ну да. Incoming. Шпастая поросль. Подожди, что она? Ну, у меня, правда, немножко получит урон Лайзель от этого. Но. Прости, Лайзель. Мне нужно было это сделать. Это концентрация была. Блядь. Почему я вечно просыхаю на этой концентрации? Почему я вечно конкретно на, блядь, концентрации у меня все идет по жопе? Почему? Ладно. Пофиг. Это сейчас там убьют на. Как далеко я сохранена? Какой у меня уровень? Пятый. Раз. Это нежить? Кто они такие? Нежить это. Есть что-то на... Может быть, какой-то... Разбивающий звук. Нет, я не буду его использовать. Подожди. Пришлось чуть-чуть потратить действие.
Паралич, блядь. You will not take me. Now! Not Lae'zel. Да, это так. Что вы меня бесите? Ра-па-па. Ра-па-па-па. Nearly ended me. Ну не гони. Конечно. Еще раз. Молодец. On my way. Я подумываю о том, чтобы F8 нажать, но... А вот сейчас надо. Да ну, блядь. А далеко я? Слышать говорю. Хер с ним. Я не знаю, все по жопе пошло, потому что я изначально хотела вообще-то их врасплох застать. У меня не получилось немножко... Чуть-чуть капельку. You don't have to trust them. I Давай have просто not пропустим failed это. you yet. Lead. Да. Что у меня по зельям? Молния, устойчивость к яду. Кстати, к яду кому-то из них можно выпить. Давай еще раз. Сука. Окей. Я... да, ладно. Я спокойна. Я не злюсь. Нет. Should mind my step. Let's have some fun. Stay low. А, это, ну да. Very, very quiet. Nice and easy. Ну да. Оп. Так, где кто? Вот этот чел, там этот чел. Их его знает, как далеко они будут идти. Надо посмотреть, насколько далеко он будет сейчас проходиться. Второй. Скрытность, говорю. Окей. Out of sight, out of mind. Staying out of sight. Not one false move. Wanna dance? Whisper mode. Расплох это уже хорошо. Anything. 45 далековато немножко. You're Что making ты? me sweat. В принципе, Карлах можно сразу прямо в Ready for anything. Let's spill some blood. О! Стрела множество целей моя. Красо.
Врасплохе ты? Ты Они не врасплохе. Я, блядь, не злюсь. Шо? Час 05, я не злюсь. Все нормально. Где вы, блядь? I wonder if this is worth the cost. — 17 метров. Тут сколько метров? Хуй знает. This is gonna feel good. Ладно, немножко злюсь, так и быть. Две божественных кары. Сюда. Это бонусное действие, это не бонусное действие. Прекрасно. Aye, aye. Критический промах? Извини. Что ты хочешь этим сказать? Фух. Спасибо. Благодарю сердечно. Дякую. Вот этого, где этот? Где он? Вот ты. Стук смерти. Хай бог помыла. Ладно. It's your end. Сейчас. Минус. Раз. Taking position. Далеко. Бля, далеко идти. Далеко идти. Вот что, это бонусное действие. Ну, я бонусное действие сейчас сюда как бонуснусь. Вообще, отлично, вы давай. Вот так. Супер. Нафиг. Я говорю, нафиг, выкинь свое оружие. Отлично. Молодец. Так и надо. Что тут у тебя? — 60. Давай поближе, может. У меня есть против стрела, которая не дает колдовать? Нет. Жаль, очень жаль, она мне сейчас понадобилась. Очень жаль. А точно нету? Мне тут я все стрелы ему отдала. Да. Хорошо. Где тут тогда? Хорош, Лазаря. Молодец. Time to press ahead. Кого куда? Поменяться местами с целью каждый раз, когда читаете заклинание или используете фокус. С целью поменяться местами. Это сильно. Делать это, конечно, не буду. А что? Паралич. Конечно, паралич. Блин, у него осталось 5 хп, ты гонишь. Вот так. Ну вот сейчас получилось намного лучше, конечно. Я бы сказала, сейчас прям очень хорошо даже. Help me.
А я поменяюсь с ним местами, да? Надо было дважды нанести. Подожди. Make way. Кто так? Что по времени? Ну, в принципе, там можно и заканчивать теперь. Prepared. What's hiding here? Я не знаю, первый раз что-то пошло совсем не так, как нужно было. With haste. Дай мне мой медальончик, пожалуйста, спасибо. Почему я не могу использовать ритуальное заклинание долгий отдых? Что значит долгий отдых? Я это уже использовала в этом в этот раз, что ли? Фиг с ним тогда. Мне все равно ничего супер полезного не скажут. Как копить заряды молний? Подожди, я немножко куплю. Вот я могу накопить 3 заряда молнии, если закончу свой ход на электрической поверхности. При том, что у меня нет создания воды. Но у меня есть бутылочки с водой. Но этого недостаточно. Ладно. Герцога Рейвенгарда добыть немедленно, доставить невредимым. По крайней мере, относительно. Лунные башни не могут заслужить свою службу, пока герцог не добыт. Исполнившие сие будут вознаграждены. Провалившие задание же вкусят моего гнева, затем гнева Гортыша, затем снова моего. Генерал Катрикторн. Силы Абсолют забрали герцога Рейвенгарда в Лунные башни. Это ценная добыча. Интересно, какие у них намерения. Давай я возьму это. Продать. Ладно, давайте сходим еще в эту сторону. И можем заканчивать. Табличка якась. Иди путем просвета, и Балатандер не сможет защитить тебя там, куда не достигают лучи света. Окей. О! Не, это мы если сейчас не будем говорить, то это затянется на миллион лет. Давайте на этом остановимся. Спасибо вам за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.